Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Добрый день! Здравствуйте, здравствуйте. Коллапс на автомобильном рынке Европы. Германия, в недалеком прошлом мировой лидер автомобилестроения, готовится массово закрывать предприятия и увольнять сотни тысяч рабочих. Эра электрокаров не наступила. Что происходит с промышленностью и только ли цены на газ тому виной? Продажи легковых автомобилей в Европейском Союзе составили порядка 10,5 миллионов единиц. Это по сравнению с 9 миллионами, 9,5 миллионами, которые были проданы в 2022 году. Ну, и что вот он вам рассказывает? Коллапс, коллапс. Продажи растут. Производство. Да с производством тоже все хорошо. Но есть, как всегда, какое-то но. В 2019 году объем продаж легковых автомобилей в странах Европейского Союза составлял 13 миллионов единиц. Поэтому рост до вот этих 10,5 миллионов, да пусть даже 11 миллионов, в 2023 году это частичное восстановление. Сразу сделаю оговорку для той части нашей аудитории, которая уже бежит в комментарии, чтобы сказать: на себя посмотрите, смотрим на себя. У нас очень сильно в Российской Федерации упали продажи автомобилей по сравнению с периодом 2012-2013 годов. Тогда продавалось порядка 3 миллионов автомобилей. Мы были вообще просто невероятно огромным рынком. После, после кризиса, нефтяного кризиса 2014-2016 годов у нас объемы продаж автомобилей стабилизировались в пределах 1,5 миллиона автомобилей в год, плюс-минус. Ну, там на несколько сотен тысяч больше, на несколько сотен тысяч меньше, вот где-то 1,5 миллиона. Примерно. После 2022 года у нас очень сильно просели продажи автомобилей, безусловно. В текущем, правда, году они восстанавливаются. И если динамика восстановления будет такой, какой мы наблюдали с начала 2024 года, то в 2024 году будет продано где-то 1,5 миллиона автомобилей. Да, вот этих самых, которые стоят теперь уже 2-3 миллиона. 2 миллиона это какое-то что-то такое несерьезное. 3 миллиона, ну ладно. И вот что-то прям такое вот основательное начинается где-то после 5-6 миллионов. Вот в нашем странном рынке до 1,5 миллиона, скорее всего, поднимутся продажи. Если следующие 4 месяца не принесут каких-то удивительных результатов. Да, следующие 4, потому что статистика по сентябрю по понятным причинам еще не подведена. Вот есть статистика за первые 8 месяцев года. И что же мы видим в Европе? Ну, как бы ладно, хорошо, восстановление-то все равно есть, восстановление-то все равно наблюдается. Да, наблюдается все равно восстановление в 2023 году. А вот в 2024 году статистика неоднозначна. Это, если что, это не какая-то невероятная радость с моей стороны. Это просто о статистике. Статистика неоднозначная. Если брать первые 8 месяцев, то там менее 1% прирост. Да, прирост за 8 месяцев, но менее 1%. Казалось бы, ну, все равно прирост. Да, все равно прирост, но тут будет масса но. И если позволите, я зачитаю статистику, которую публикует Европейская ассоциация автопроизводителей ежемесячно. Кстати, прекрасный сайт, замечательная статистика, всем очень рекомендую. В августе 2024 года количество новых регистраций автомобилей, ну, по сути, продажи новых автомобилей в ЕС резко сократились на 18,3%. Но проблема для Евросоюза в данной ситуации в том, что основное падение приходится на крупнейшие рынки, а крупнейших рынков не так много. Первый крупнейший рынок – это Германия. Минус почти что 28%. Это многовато. Это август 24 к августу 23. Притом, если взять предыдущие августы предыдущих лет, то, ну, можно было, знаете, как
ну вот в этом августе падение, но это нормально для августа, просто в прежнем, в августе 23 года был аномальный рост, не характерный для данного периода времени. Ну, как-то так объяснить. Да нет, продажи в прежние августы были более значительны. И, по сути, последние 4 месяца наблюдается резкое замедление рынка Евросоюза и даже падение относительно показателей предыдущего года. То есть за первые 8 месяцев набранная скорость с начала 2024 года позволяет сводить концы с концами. Но если так пойдет, так как пошло в августе, пойдет и дальше, то мы увидим по итогам 2024 года в Евросоюзе падение продаж. Это не к тому, это, еще раз, это не соревнование. То есть не надо воспринимать сказанное как «вот мы вырвались вперед, у нас будет рост, а у них падение». Нет, это просто для сравнения. У нас эффект низкой базы сработал. То есть у нас там прирост 30% продаж, ого! Но это эффект низкой базы, который наблюдался в 22-м, да и в 23-м годах. То есть в 2022 году, если память меня не подводит, у нас менее миллиона автомобилей было продано. Для нашего рынка это очень мало. А если мы, ну, то есть у нас был эффект низкой базы. Мы возвращаемся, мы всего лишь возвращаемся к тем уровням, на которых наш рынок стабилизировался, ну, к 22 году. А в Германии и прочих странах Евросоюза тоже есть эффект низкой базы. Просто он несколько более пролонгированный. Ну, в смысле, это низкая база, она более пролонгированная в том смысле, что у них был 2019 год, который можно было рассматривать как последний предкризисный год. И если мы сравниваем с ним, притом это не самый успешный был год, так, на секундочку, но если мы сравниваем с ним, то текущие показатели – это все еще падение. По сравнению с прежними годами небольшой рост пока что за первые 8 месяцев. Но уже сентябрь будет достаточно показательным, чтобы сделать выводы о завершении 2024 года. То есть о том, что будет, в принципе, с рынком Евросоюза. Что самое интересное, ну, тут как у нас обычно, ну, это просто люди переходят с бензина до дизеля и дизельного топлива на электромобили, на заряжаемые гибриды. Просто вот этот сегмент активно развивается. Нет. Нет, дорогие друзья, как мы, собственно, неоднократно говорили, в какой-то момент этот сегмент неизбежно упрется в пределы роста. Где-то эти пределы будут больше, где-то меньше. Вот в Европе последние, опять же, 4 месяца этот сегмент замедляется. Он демонстрирует показатели хуже, чем показатели предыдущего года. Для электрического сегмента показатели предыдущего года в Евросоюзе были рекордными. То есть здесь мы, конечно, сравниваем с пиком. И в целом продажи, ну, там вот за первые 8 месяцев продано около 1 миллиона электромобилей, чистых электромобилей, то есть без учета заряжаемых гибридов. Но все равно это величина довольно большая. 1 миллион электромобилей, это если так пойдет и дальше, это процентов 15 всего рынка будет, а то и все 18. Ну, круто, конечно, да, здорово. Правда, заряжаемые гибриды и обычные гибриды в данной ситуации все равно будут доминировать. А это значит, что доминирует бензин, ну, потому что и заряжаемые гибриды, и обычные гибриды, они также используют в качестве топлива бензин. Так, на секундочку. Вот, поэтому бензиновый сегмент в Европе именно по доле, наверное, самый активно развивающийся. Ну и в абсолютных показателях, наверное, тоже он является лидером. Но возвращаемся к электромобилям. То есть последние 4 месяца там активное замедление. Притом падение продаж на крупнейших рынках опять же наблюдается. Ах да, я вам обещал про крупнейшие рынки. На Германии остановился. Франция минус 24,3%. Италия минус 13,4%. И испанский рынок также просел на 6,5%. Понятно, что Италия и Испания в данной ситуации не самые показательные страны, хотя Италия, это, ну, Испания – это довольно крупные рынки для Евросоюза, да и на мировой арене это вполне заметная величина. Но главные рынки – это Германия, первое место, и Франция, второе место.
Сейчас, конечно, в перечень не попадает Великобритания по понятным причинам, она находится за пределами Евросоюза, но я думаю, по итогам года мы также увидим там некоторое снижение. Потому что все процессы, которые наблюдаются в Евросоюзе, отображаются и на Великобритании в равной степени. То есть у нас почему-то воспринимают Великобританию как вот она вышла из Евросоюза, на нее не касаются те риски, которые реализовались в Евросоюзе. Вот Великобритания это такой мощный кукловод, который манипулирует всеми. Нет, Великобритания это страна, находящаяся в той же мере в кризисе, как и страны Европейского Союза. Вот. Это игрок, на мой личный взгляд, я могу заблуждаться, это игрок предельно вторичный, и это кукловод, у которого тоже, знаете, ниточки приделаны, и кто-то им... Хотя, может, это кукловод, которому, знаете, вот вставлена рука, и она вот манипулирует, знаете. Может, она ниточками дергает, только эти ниточки, они приделаны к петрушке, а вот петрушкой уже кто-то шевелит. То есть Великобритания в этом плане ничем не отличается от Европейского Союза, она никаких бонусов особых не получает. По сути, попытки парировать риски за счет выхода из Евросоюза к успеху не привели. Кризис продолжил нарастать и нарастает и до сих пор. Вот. Притом автомобили, электромобили все еще занимают довольно значительное место на рынке того же самого Европейского Союза. То есть, если брать август, то с учетом сокращения всего и вся, это все равно 14,4%. Правда, в августе 2023 года они занимали 21%. Все хлопали в ладоши и говорили: а что же будет завтра? Вы представляете, как этот рынок будет завтра выглядеть? Ведь, если что-то растет, оно же будет расти все время. Так это и работает. По крайней мере, у некоторых господ аналитиков, которые считают, что графики свои аналитические нужно строить простым способом. Просто продолжаем движение, которое набрано к настоящему моменту. Движение вверх, просто рисуем график. Можем с углом поиграть, знаете, чуть более быстрое движение вверх, чуть более медленное движение вверх, но движение вверх гарантировано. А тут хопа, предел роста, который накладывается на кризисные явления. То есть, понимаете, проблема в чем? У нас как-то вот а-ля улю пытаются ко всему этому подходить в стиле: ой, у них там разрушена промышленность, у них все плохо. Нет, разумеется, промышленность там работает. Просто индекс промышленного производства снизился относительно базового уровня, за который принят 2021 год. Но если мы посмотрим на этот показатель в разрезе последних 30 лет, то мы увидим, что его рост практически прекратился в 2008 году. Тут меня могут поправить, что в принципе рост прекратился еще такой основательный году в 2004-2005, но вот 2008 год это был последний год, когда все. Текущие показатели, они примерно на уровне 2008 года находятся. Резюмируя, накопленные проблемы европейской экономикой никуда не делись. Я еще раз подчеркну, вдруг кто-то нас не слышит, кто-то только что присоединился. Проблемы накапливались более 15 лет. Они никуда не делись. Проблемы не преодолены. Эти проблемы усугубились 3 кризисами, если говорить про сегмент автопромышленности. Сейчас по автопромышленному сегменту бьет общая тяжелая ситуация в экономике, потому что, извините, сократились доходы. Куда ты побежишь машинку покупать? Поездишь на старой или пешком походишь. Или общественным транспортом воспользуешься, тоже вариант. Вот. Это не значит, что у нас все хорошо. Это значит, что у нас, мягко скажем, не хуже всех. Более того, если говорить про автомобильный сегмент, про продажи автомобилей, то в Российской Федерации ситуация лучше, чем в Германии, да и вообще в Евросоюзе, как показывает статистика. А на сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют и пока нас с ним вместе не заблокировали окончательно, подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Там встретимся, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях этого перехода. Спасибо, до новых встреч. И подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Инфотек». И заходите на сайт «Инфотек», серьезное отраслевое издание, где публикуются прекрасные интервью, замечательные статьи чудесных экспертов, в том числе
Бориса Леонидовича Марцинкевича, где он нам интересно рассказывает о всяких аспектах, связанных с атомной промышленностью. В общем, подписывайтесь, заходите, читайте. А на сегодня все. Всего хорошего.